Всем привет! Вы на канале КВ Ровер, меня зовут Влад. Сегодня 6 января, сочельник. Утро, гуляем по Москве. Подсветка еще не выключена. Метро Пушкинская, Тверской бульвар впереди. Метро Пушкинская сзади, я оттуда вышел. А вот это вот первый Макдональдс. Ну, он первый открылся в России. Светосветовой туннель такой традиционный. Какие-то нюансы в его конструкции каждый год есть, но общая схема примерно вот понятна. Возвращаюсь назад к Тверской улице, пойду по ней направо в сторону Красной площади. Тверская. Вот тут мобильный рекламный щиток. На той стороне мини-парк. Там, наверное, каток, он здесь каждый Новый год. Какие-то другие, наверное, развлечения. Фестиваль путешествия в Рождество относится. Вот памятник Юрию Долгорукому. Мимо правительства Москвы прошли здание. Сейчас улица пойдет вниз. Но она тут чищена. Да, вроде нет. Грузовик не загорел вид. 6.01. Градил 0 градусов. Я думаю, пора мне подкрепиться. Вот здесь Макдональдс есть. Он не самый первый, но один из самых первых. Второй, может быть, даже. Зайду. Поем. А то что-то зябко. В общем, у меня ничего хитрого, все как обычно. Креветки, донат шоколадная, картошка. Ну и соус, конечно, с кофе. Всем приятного аппетита. Ну вот так гораздо веселее. Попитался. Это, кстати, Газетный переулок. А вот это здание, где там часы, градусник, это центральный телеграф. А еще снежок пошел. Это добавляет новогоднего настроения, но это добавляет и влаги на микрофон, камеры, на все ее детали. Сверху особенно. На ту сторону я сейчас, наверное, перейду. И пойду в сторону Красной площади. И Манежа. Но снег, к счастью, не имеет тенденции к усилению. Хотя сыпет. Отель Националь. Он весь, интересно, Националь. Наверное, весь. Я надписи не вижу. Направо Маховая улица, а налево Тверской проезд. Ну и пока не перешли, на всякий случай напоминаю, если кто не в курсе, вот дальше Воскресенские ворота, вход на Красную площадь, Иверская часовня посередине. Справа исторический музей, в ту сторону Манеж, Александровский сад, могила неизвестного солдата, ниже там, при входе. А слева здание Госдумы. Ну а нам на ту сторону будем переходить. Елка тут здоровая. Конечно, не главная елка страны, но не последняя точно. Справа торговый центр Охотный ряд. Куда-то зачем-то очередь немалая. Понятия не имею, честно говоря. А теперь торговый центр Охотный ряд под нами. Мы практически ходим по его крыше, если так можно выразиться. Тот купол над ним. Видите, там цифры, здесь посмотреть, да? Вот 2, 3, 4. Там вот названия всяких стран. Это вообще-то фонтан. Называется «Часы мира». Но сейчас он, конечно, не фонтан. Праздник нам приходит и так далее. Вот, а это елка от Роснефти. Смотрю, у каждой елки есть свой спонсор. Ну, это Манеж, если кто не знает. А справа есть некая
Такая штуковина зеркальная. Всем привет. Вот я сейчас такой. Что-то как-то странно там выгляжу. Да, она частично зеркальная. Мы движемся практически вдоль Александровского сада. Он слева. Подожди. Но я заходить не буду. Я пойду дальше. Вот, в том направлении. В сторону Москвы-реки. Прямо по курсу Кутафья башня. Это Троицкая башня. Под нами вход в метро Александровский сад. Вот люди оттуда выходят. Ну, практически Александровский сад заканчивается. Вот мы уже видим храм Христа Спасителя. И, кстати, престольный праздник в храме Христа Спасителя – это Рождество Христово. То есть завтра, 7 января. Памятник святому князю Владимиру. Вот мы уже видим. Приближу немножечко. Вот оттуда машины едут слева, это с Большого каменного моста. И они поворачивают на Маховую. Ну, мы вдоль нее сейчас и шли. Справа уже видим дом Пашкова. Ну вот еще лучше видим дом Пашкова. Туда правее, за памятником, библиотека центральная. Ну а я хочу перейти вот на ту сторону. Там, где вот такая вот, как сказать, торец красиво разрисован. Кутузов. И как опыт из перемещений показывает, надо сделать так. Надо вот сейчас перейти на ту сторону. Ну или можно там вот дальше, если там есть переход. Нет, там нет перехода. Пройти под мостом и вот уже вернуться. Может быть, я сейчас по набережной дальше пойду, я подумаю. Ну, вот я уже под мостом, под Большим каменным. Там видим Патриарший мост в том направлении. Ну, наверное, туда еще пойду, вдоль набережной. А если назад посмотреть, то видно вот на том берегу Москвы-реки, Софийской набережной, там Софийский храм, колокольня. И если я не ошибаюсь, престольный праздник там тоже Рождество Христово. То есть завтра, 7 января. Мы начинаем удаляться уже от Кремля в сторону храма Христа Спасителя. Слева на том берегу Москвы-реки дом на набережной знаменитый, где в свое время жили члены правительства, политбюро. Но сейчас не знаю, кто там живет. Достопримечательность, в общем. Патриарший мост, вот который подсвечен. Это на самом мосту, кстати говоря, такие вот птички стоят. Типа арк, что ли, как-то так вот. Он и над Москвой рекой, и над водоотводным каналом мост. Туда дальше левее уходит. Канала отсюда не видно. Почти дошли до храма Христа Спасителя. Когда идем, повернем направо, и там будет сад такой вот внизу и памятник Александру II. Храм Христа Спасителя. Кстати говоря, наверху вот есть смотровая площадка. Если кому-то интересно. Но я там не был, правда, ни разу на смотровой площадке. Не могу рассказать. Ну вот, поднялись мы наверх. Вот видите, там такой конструктив. Такие вот арки светящиеся. Так, ну попробуем туда пройти. Здесь, видимо, билеты на смотровую площадку. Нет, туда не пройду. Там реконструкция.
А внизу там сейчас не то экскурсии, не то еще чего-то. Как-то я не понял. Значит, обойду стороной. Вокруг, точнее. И с той стороны тогда поснимаем. Снежок, по-моему, усиливается. Кстати говоря, пару слов. Вот справа храм Христа Спасителя, вот то, что мы обычно видим, да? Это верхний храм. Как и многие храмы, у него есть у храма Христа Спасителя верхняя и нижняя часть. Преображенская церковь — это вот как раз вход. Вот колокольня, вход там внизу. Вход в Преображенскую церковь — это нижняя часть храма. Но хоть он и нижний, он тоже довольно большой, весьма. Отсюда не видно, но, в общем, это так, к слову. Ну, продолжаем двигаться. Вот еще одна елка, тоже иллюминация. Тут сувенирчики можно купить. Вот в том направлении метро Кропоткинская, кстати говоря. Недавно были видео с новогодним путешествием. Там мы проходили, но вечером проходили мимо. Я немножко изменил траекторию движения. Памятник Александру II я не покажу, но зато вот я спустился и покажу вход в нижний храм. Храма Христа Спасителя. Вот здесь там. Вот храм Христа Спасителя. И, кстати, кто хочет в храм Христа Спасителя вот попасть сюда проще, там людей меньше, и он открыт чаще всего. Ну, в том ключе, что храм Христа Спасителя тоже открыт, но там службы. В общем, чаще. Ну, по крайней мере, вроде мне так кажется. В общем, имейте в виду, что два храма. Нижний и верхний. А мы движемся в сторону, опять возвращаемся к Москве, к реке, к Пречистинской набережной. И будем понемногу двигаться в сторону Крымского моста. А впереди по курсу храм-часовня иконы Божией Матери Державной. Заходить не будем. А мы сейчас туда перейдем. Вот туда вот и двинемся в сторону набережной. И вот, кстати, в ту сторону наверх. Сейчас посмотрю, по 3-му Обыденскому переулку. Церковь пророка Божия Ильи. Вон туда. На карте там значится, на Яндекс.Картах, как церковь Ильи Обыденного. Ну, может быть, есть такое обиходное. Как сказать-то? Как это правильно сказать? В общем, принято в народной среде. В общем, не смог я подобрать правильное слово. Так, немножечко осмотримся. Вот, державная икона. Храм Христа Спасителя. Он огромный, поэтому, конечно, вот на него со стороны как-то смотреть. Вот, и вот в ту сторону Кропоткинское метро. Но мы идем к Пречистинской набережной. До нее дойдем, пойдем направо, в сторону Крымского моста. И дальше до парка культуры двинемся. Я перешел к речке. Немножко тут походил, атмосферных видео поснимал. Ну, чтобы потом сделать такое видео с видами. Практически вот, хоть и лед разбит тут, но плотно. Но видно, что ледокольные сюда ходят. Пассажирские тут есть. Правда, сейчас глазами не вижу ни одного. Они мимо не проплывали. Может, уже им нельзя. Может, это какие-то следы от прохождения таковых. Но вообще около нуля. И обратите внимание, снег усилился. Хотя ветра нет. Не может не радовать, но влажно. Но река, в принципе, и вообще влажно.
Ну, будут протирать экран, если там какие-то плавают, какие капельки на экране. Не обессудьте. На той стороне корпуса фабрики Красный Октябрь. Не знаю, есть ли там сейчас какая-нибудь фабрика. Или там просто рестораны. Вот Патриарший мост туда уходит, там дальше вводной канал. А это вот трубы, это стилизованные, там, конечно, никаких. Они просто так, для вида. Как это место-то называется? ГЭС-2, Дом культуры, он на карте значится. В общем, трубы — это дань памяти тому, что там было когда-то. Так, я выбрал правильную стратегию идти тут. Потому что здесь просто на меня снег сыпется, и все. А там еще от машин летит. Ну, вообще тут тоже от машин летит, если посмотреть. Да, памятник Петру Первому, конечно же. Работы Церетели. По совместительству он фонтан внизу, летом. А вдалеке уже видно здание в музеоне. Музеон там выставочный. Выставочный центр, в общем. Честно говоря, не знаю, как его правильно назвать. Большой выставочный центр, выставочный комплекс. Можно так вот сказать. Так, по-моему, пора камеру протереть. Вот уже Крымский мост виден. Направо метро Парк культуры. Налево сам Парк культуры и метро Октябрьский. Будем по нему переходить налево. А еще тут еще не успели почистить. С этой стороны набережную, точнее, ну вот эту часть набережной. И тут еще и узко стало от машин идти, так что буду перебираться туда, направо, ближе к домам. Ну вот сейчас тут комфортнее идти по этой стороне. Там совсем узко стало. Даже если там было почищено от машин, весь был бы мокрый, грязный, как трубочист. В общем, какая-то такая ассоциативный ряд. В общем, так. Хотел показать эту штучку, новый знак. Прошли Коробейников переулок. Мне такое ощущение возникло, что туда правее, может, показалось так, немножко стало распогаживаться. Не уверен. Ну, посмотрим сейчас. Вот следующий переулок после Коробейникова. Не знаю, какое название. В ту сторону неба уже, мне кажется, такую синеву приобретает. А мне казалось, что здесь сейчас облажной снег, осадки, облачность. Интересно. Если солнышко выглянет, будет совсем интересно. Так, и, по-моему, надо опять камеру протирать. Камеру я протер, очки. В общем, у меня вот такие. Последняя салфеточка, у меня не хочу расходовать на очки. Так вот я выгляжу. Крымский мост уже практически дошли до него. На мост полезу с той стороны. Сейчас пройду под ним и уже полезу. На той стороне уже виден парк культуры, и там что-то светится. Вот там машина кока-кольная. Праздник нам приходит. Народу что-то вокруг там. Так, посмотрим ближе, что это такое. Под мостом. И теперь как надо на него подняться. Сейчас направо повернем.
На свете много всего светится. Вот он, красивая машина эта, которая здесь. А тут тоже непонятно. Что это такое? В чем смысл? Так. Интересно, тут можно подняться на мост вообще? Погляжу. Приходится снег месить. А, да, можно. Видите, там вот вдалеке какие-то просветы в небе. Лезем на Крымский мост. Поднимаемся, точнее. В прошлый раз, когда я тут шел, недавний видел как раз цикл большое новогоднее путешествие, если я не ошибаюсь. Тоже тут снег я застал. Нашел противоположное направление. От парка культуры к метро. Парк культуры. В таком направлении. И это было вечером. Пересекаем мост. В ту сторону видим Андреевский мост. Пешеходный Андреевский мост. И, кстати, видно тоже, что вот проясняется уже. Везде лед, кораблей не видно, даже ледокольных. Корабль. Платили Редисом, ледокольный, как положено, под название Фердинанд. Речной ледокол. Кока-кола-мобиль на той стороне. В общем, пока ближе не подойдем, не будет понятно, что там такое. Снеговик какой-то заходит. С той стороны, с задней. Прикольно. На территории там по входу ледяные фигуры. Ледяная скульптура, не говоря. Дальше какой-то ледяной дворец. Там что-то скребут, делают. В процессе, судя. Фигуры тоже в процессе. Вот с этой стороны елка рядом с Кока-кола мобилем. Сейчас, наверное, сможем понять, в чем суть процесса. Я же вижу, какой-то процесс есть. Там вот человек стоит на входе. Не всех пускает. Ничего не понимаю. В общем, я не понял, в чем глубинность. Пойду я лучше на ледяные фигуры посмотрю.
подходите к Октябрьской, то туда, к выходу. Но это будет Октябрьская кольцевая. А мне надо на Радиальную. Я так подумал, зачем оно мне, собственно. Пойду-ка я до Шабловской. В общем, я пошел дальше. По направлению туда. Шел как бы его определить-то получше. В сторону Андреевских мостов вдоль Москвы-реки. По парку культуры. Тут сейчас каток начнется, но я его сейчас пройду вдоль набережной. Надеюсь, проход тут есть. Потому что в прошлый раз, когда я шел, я как-то в него уткнулся и пошел его обходить. В то направление как-то было совсем хитро показалось. Вот один из входов на каток. Трактора меня преследуют просто. Ищу место, чтобы уже, так сказать, завершающие слова в видео. Я решил сдать влево. Что-то там так людно на набережной. Просто толпы. Аристопаркинг. Это ресторанчик такой. Прошли через вот этот ресторанчик Аристопаркинг. И продолжаем движение. Здесь поспокойнее. Скоро уже будем давать левее в сторону метро Шабловская. И думаю, буду закругляться. Сегодня 6 января, сочельник Рождества Христова. Видео было посвящено Москве предпраздничный. Поздравляю всех с праздником Рождества Христова. Ну и спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи, пока.